Китайцы опять пытаются нас удивить, и у них получится или нет, мы узнаем попозже. А сейчас мы смотрим на вот этот усилитель. Смотрите, написано А20 моно. То есть это моноусилитель. Посмотрите, что у нас с обратной стороны есть. Видите? У нас есть тут входа, у нас тут все есть. Видите? И есть RCA вход, сабвуфер выход. Видите? XLR вход. Этот питание у нас тут, оказывается, есть. Еще и триггер 12-вольтный. Ну и выход под спикер, да? И вы скажете, а зачем мне вот эта коробочка вообще нужна? Да? Зачем она мне нужна? Тут с каким-то странным серийным номером. А я вам скажу. А их нужно две. Видите? То есть у вас отдельно левый и правый канал. Это называется супер двойное моно. То есть у вас левый и правый канал не просто отдельно, они в разных корпусах. Видите, два разных блока питания, под это все идет. Видите, мощность 48 вольт, 5 ампер на каждый канал. То есть получается у нас здесь китайцы претендуют на такой мини-хай-энд. Да? То есть у нас получается прям мини-хай-энд. И блок питания какого размера, как усилитель. Ну, что-то в этом есть. Короче, смотрите, что мы будем делать. Я предлагаю сделать следующее. Я предлагаю разобрать и посмотреть, что там внутри, для начала. Без всяких тестов, просто посмотреть для начала, что там внутри, а потом как пойдет. Возможно, там внутри мы что-то страшное увидим, а возможно, там будет что-то интересное. Вот. Кстати, коробочка не очень тяжелая, ну такая, более-менее нормальная, устойчивая. Так, сейчас мы все подкручиваем, тут еще осталось два последних еще осталось открутить, и все. И у нас можно его разбирать. И мы посмотрим, что там для начала внутри. Что туда запихнули китайцы. И вообще, почему они решили, что нужно сделать в разных корпусах. Какие здесь у нас есть подводные камни. Так, сейчас мы это дело как-то разберем. Так, разбираем, снимаем. Вот, видите? Вот у нас такая плата. Такой бутерброд. Вы посмотрите. Ну, в принципе, как бы так, с первого взгляда, смотрите, плата сделана качественно. С обратной стороны радиатор у нас под нашей главной микросхемой усилителя. ТПА-3255. Так, что у нас тут? У нас тут есть еще LME 4972NA, понимаете? У нас еще есть тут... Вот у нас еще операционнички есть. Смотрите. Операционнички, кстати, такие неплохие. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Такие же самые. NP532. Это, в принципе, дешевые, но хорошие операционнички. А здесь OPA 1612, посмотрите, то есть на входе. Не просто так, то есть они четко понимают, где какой ставить. Хорошо, вот у нас конденсаторы 63 вольта, 3300 микрофарад GXF. Не знаю, что это за GXF. Ну, пусть будет считать. И там дроссели дальше видно. То есть, в принципе, смотрите, с виду сделали нормально. В принципе, никаких претензий у меня к сборке нету. Вот, такой усилитель класса D, моноканал, еще раз вам говорю, да, и у нас вот все четненько сделано под это дело. Ну что, с виду нормальная, версия там написана какая-то там первая, да, и мы будем что? Мы сейчас попробуем протестировать и посмотреть, удивят ли нас китайцы или они нас разочаруют. Кстати, если вы себе подбираете аудиосистему, и вы не хотите при этом выкинуть деньги на ветер или получить ужасный звук, можете написать мне. Я сейчас провожу платные подборы систем под конкретный бюджет и под конкретные задачи. Если вам интересно, ссылка в описании под видео. Вот что мы делаем. Мы сейчас это все дело подключаем. То есть подключаем блок питания, подключаем резистивную нагрузку под это дело. Тут у нас, видите, два блока питания. Ну, зато получается мощность. То есть, по сути, это как сложить эти два блока питания. Это будет большая мощность. Вот наша резистивная нагрузка 8,4 Ома. И мы сейчас ее сюда подключим. То есть один, получается, канал мы подключаем в одну. Единственная проблема, они не написали, какой из аппаратов усилителя левый канал, какой из них правый. Понимаете, это очень большая недоработка. Я теперь не знаю, какой левый, какой правый. Вдруг я их перепутаю. Именно сами усилители. Это должен быть правый, это должен быть левый, понимаете? Это серьезная недоработка, должны были написать. Так, включаем это все дело. Включаются быстро, светится дисплейчик. Потребление. Потребление у нас 13 Вт на холостом ходу. То есть просто он так жрет, просто когда я его включил. И сейчас замеряем мощность. На 4 Ома смотрим, что у нас там по мощности. Так, сейчас мы выставим все красиво. И смотрим. Это у нас, что у нас? 30 вольт. 30 вольт. Это 225 Вт на канал. 225 Вт. Но это уже, я скажу вам, немало. Нормально так. Хорошо. Сколько у нас он потребляет?
522. Но это оба блока питания у меня включены в одну розетку. Так. И что у нас тут? Стрелочки. Стрелочки у нас в пол просто. Хорошо, давайте переключим на 8 Ом. И посмотрим, сколько у нас на 8 Ом, что у нас там сможет. Так, опять сейчас мы подровняем. Так, и что мы видим? Мы видим 26,7 вольт. Ну, грубо говоря, 90 ватт на канал у нас есть. Да? На 8 Ом. То есть, в принципе, усилитель получился достаточно мощный. Конечно, они там обещают 300 ватт, но мы им не верим. 209 ватт потребления двух усилителей. Вот, то есть мы, конечно же, не верим про 300 ватт, но дело в том, что 225 ватт это уже близко к 300. Могло быть и хуже. Теперь меандр. Смотрим меандр. Так, это у нас 20 Гц. Ну, на 20 Гц 4,8 Ом переключаем. В принципе, разница незаметна. Чуть-чуть есть небольшие взбросы, но практически незаметные. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Так, это у нас получается 50 Гц. 50 Гц. Что у нас там? Переключаемся на 8 Ом и на 4 Ома. Ну, на 8 Ом чуть сбросы есть. Дальше. Это у нас будет 100 Гц. Давайте посмотрим на 100 Гц. О, так вот. Меандр уже поровнее, в принципе, нормально. Вот 4,8 Ом. Опять видно на 4 Ома вообще идеально. Идем дальше. 500 Гц. 500 Гц смотрим. Так, это 4 Ома. Переключаем на 8. Всплески есть, на 4 практически нету. Но смотрите, меандр в принципе нормальный. 1 кГц. Смотрим 1 кГц. 4 Ома. Вот у нас такой вид килогерца. 4 Ома. Так, хорошо. 8 Ом и 4 Ома. 8 всплески есть. Ну, как бы это все не критично. 5 кГц смотрим. 5 кГц тоже меандр пытается быть меандром. Смотрите, да? Есть небольшие взбросы, но совсем маленькие. Вот у нас 8 Ом, 4 Ома. Ну, не забывайте, что это усилитель класса D. Здесь идет фильтр на выходе. И поэтому он у нас немножко все это дело портит. Без фильтра будет плохо. Но так, в принципе, смотрите, неплохо. Неплохо. 10 кГц, как бы меандр хороший. 20 кГц смотрим. 20 кГц на 4 Ома. Нормально. И давайте на 8 Ом. Ну, чуть есть. Ну, в принципе, для D-класса я сказал бы, что на 4 Ома просто прям красивый меандр. Тут вопросов нету. Хорошо, идем дальше. Дальше мы делаем замеры. Так? Замерять мы можем с помощью RMA. Значит, что мы будем делать? Вот у нас наш ЦАП, да? С ЦАПа идет на усилитель. Вот у нас АЦП Космос. И он идет параллельно выхода усилителя. Да? Параллельно прям с выхода усилителя мы цепляем тут крокодильчики. И нагрузочка у нас 4 Ома идет. Или 8, резистивная. Дальше фигизатор 1.1. Ну и, соответственно, вот наша программа RMA. Все просто. То есть здесь ничего сложного нету. Значит, запускаем это дело сейчас. И, да, надо включить усилитель. Что-то я забыл. Сейчас включаем. Один включаем усилитель. Опа, правый канал пошел. Видите, пошел. И давайте еще один включаем левый канал. То есть, и получается у нас уже все стерео. Так, смотрим. Ну, меньше 100. Третья гармоника. У нас гармонические искажения, в принципе, небольшие, да? Что у нас там? Дисплей эти работает, что-то показывает, в принципе, неплохо. И давайте сделаем замер. Давайте сделаем замер сейчас, посмотрим. Мощность будет 15 Вт. Сейчас посмотрим, что у нас покажет. Я не буду мерить на всех мощностях, потому что это займет просто кучу времени. Так, в среднем понятно. АЧХ, в принципе, идеальная. Практически идеально. Чуть-чуть поднятая на высоких, но настолько, насколько вы не сможете даже различить. То есть, как бы дальше переключаемся. Фильтр. Срез фильтра у нас идет на 80 Гц. И вот у нас такой результат. Видите? Тут такой у нас срез. То есть, в принципе, если вам так надо, если вы хотите сабвуфер подключать, вообще классная штука. Так, хорошо. Переключаемся обратно. Смотрим дальше. Уровень шума. Минус 130. Ну, можно сказать, нету шума. Значит, гармонические искажения. Вторая минус 110, третья меньше 100. Минус 105, наверное, да? Ну, то есть, как бы, гармонические искажения вообще классные. То есть, как для усилителя он чисто будет играть, это однозначно. И давайте общий результат посмотрим. Общие результаты. АЧХ очень хорошо, уровень шума минус 100, отлично. Динамический диапазон 99,9, отлично. Гармонические искажения 0,20, 104, отлично. Гармонические искажения плюс шум минус 92,1, очень хорошо. Интермодуляционные искажения плюс шум 0,0, 760, отлично. Взаимопрогонение каналов минус 98,6, ну логично, там прям рядом стоят эти, значит, наши блоки. Отлично. И интермодуляция 10 кГц 0,20649, отлично. То есть по RMA, по всем, значит, темам все отлично. Вообще никаких вопросов нету. Очень хороший получается усилитель, как бы из того, что я вижу. Но нам нужно не просто усилитель, да? Вы же говорите, цифры это цифры, нужно что? Послушать.
И давайте включим песенку и послушаем. И напишите в комментариях, как вам звучание. When she was young, she dreamed in gold, believed in every story told. She thought that love would find her soon, like morning always. Обратите внимание, запись сейчас тихая, да, а стрелочки в упор. А что ж будет, когда сейчас добавится громкости? And trusted every don't you leave, but every promise disappeared, and every goodbye proved her fears. Still every night she closed. А, видите, громкость добавилась, и там плата, оп, и наполовину скинула стрелочку. Видите, посередине все. То есть оно получается, такие стрелочки у нас больше как декоративные. Love that wouldn't fade away. She spent her whole life chasing happiness through empty rooms and broken promises. She gave her heart to anyone who swore that she would never be alone anymore. But every road led back to where she'd been. Another ending, another might have been. She searched the world beneath the stars above, but never found the happiness. Я понимаю, что вы напишите, YouTube не передает, ничего не передает, значит, по ссылке в описании можно зайти и послушать оригинальную запись. Тогда, чтобы вы уже сказали, что это не сжатие YouTube, а оригинальную. А так, в принципе, нормальный усилитель, стрелочки работают нормально. Громкости добавляешь, они потом, правда, убавляются немножко. То есть, в принципе, я себе вот подключал, сейчас я покажу. То есть, я использовал специальные аудиофильские провода с аудиофильскими штекерами, посмотрите, да, чтобы вы не думали. И таким образом я в течение нескольких дней прослушивал этот усилитель. То есть, я сейчас покажу, как это все делал я, как подключал, какими проводами, потому что аудиофилы, для них имеет значение все. И в том числе и провод, понимаете? Поэтому вот, пожалуйста, вы видите, что я использую серьезный аудиофильский провод, то есть не какой-то там непонятный ноунейм. Да, вот у нас такие вот тюльпанчики, тоже, смотрите, все позолоченное. То есть у нас соединительные, значит, межблочные провода тоже сделаны просто офигенно. Если хотите посмотреть, как я их делал, можете перейти по ссылке в описании, там будет под видео. Подключили левый и правый канал, конечно же, питалово подключаем. Сейчас может бахнуть, нет, не бахнуло. Хорошо, а знаете почему? Потому что я умный, я уже не подключаю сначала 220. Так, все, подключили, есть контакт, включаем. Ну, включается быстро, подсветка симпатичная, не меняется ничего подсветка, и вот у нас играет музычка. Я прослушал много разных треков. Я не могу включать здесь те треки, которые все мы любим слушать, потому что есть такая штука, как авторское право. А так, в принципе, я скажу, на моих новых колонках просто звучание отличное. Хороший бас, середина, высокий, то есть он передает практически звук не меняя. То есть это не искажает звук, этот усилитель. И этим он мне, кстати, и нравится. То есть, в принципе, неплохо. Да, два блока отдельно. Для любителей таких вот тем, моноблоков, это, в принципе, нормальная тема. Я думаю, зайдет. И здесь, посмотрите, вот видите, здесь Power светится синеньким. Если его оставить без звука, он перейдет в режим, значит, в ждущий режим. Просто подождем, вот сейчас звука нету, проходит там 15 минут, все, красным горит, он в ждущем режиме, он уже вообще ничего не потребляет. Вот. И потом, если мы подаем звук, он обратно переключается. То есть, в принципе, удобно. Если вам такой усилитель нравится, да, вот такие два моноблока, вы можете перейти по ссылке в описании и купить. И напишите в комментариях, как вообще вы относитесь к таким штукам, потому что на самом деле это, в принципе, прикольно. Моноблоки это, в принципе, это такой, значит, закос под хай-энд. Китайский закос под хай-энд. По звуку все хорошо, в принципе, нормально. Спасибо, что смотрели видео. Подписывайтесь на канал Миринет. Всем всего доброго, до свидания.